Прошло уже больше 3 месяцев. Я пробовал все, сменил обстановку, переехал в другой город, будто расстояние могло что-то изменить, но кошмары не уходят. Они следуют за мной, словно тень, напоминая, что я никогда не смогу убежать от самого себя. После очередной прогулки я возвращаюсь домой, снова думая о том, что все эти попытки были тщетны. Захожу в комнату, опускаюсь в кресло, как вдруг мой компьютер включается сам по себе, на экране появляется игра. И тут меня резко охватывают флешбеки, один за другим, снова и снова. И в этом хаосе воспоминаний я вдруг отчетливо осознаю, что именно мне нужно сделать, чтобы это наконец прекратилось. Представьте себе игру, прохождение которой длится 400 реальных дней. Ваша задача ничего не делать, просто ждать пробуждения короля в подземном царстве. Именно такой эксперимент предлагает инди-проект The Landing. Разработчик Ансельм Питте вдохновился немецкой легендой об императоре Фридрихе Барбароссе, который спит в пещере до той поры, пока верный слуга не разбудит его для нового царствования. В этой игре игрок становится таким слугой, маленьким существом по имени Тень, с грустными желтыми глазами. Вначале король сообщает нам, что его сила на исходе, и ему нужно уснуть на 400 дней, по происшествии которых мы должны его разбудить, чтобы монарх создал мир без тоски. Так начинается одно из самых необычных путешествий в истории видеоигр. Игра об ожидании. The Landing сочетает элементы point-and-click квеста и идол игры. Весь подземный дворец открыт для исследования, но спешить некуда. Время течет даже вне игры. Можно выйти из игры и вернуться через месяц. Таймер все равно продолжит неумолимо отсчитывать секунды. Журналистка PC Gamer с юмором назвала свой обзор «Мой обзор The Landings», извините за тавтологию, будет готов не раньше мая 2021 года, намекая на то, что в обычных условиях оценить игру до финала удалось бы лишь через год с лишним. Такое издевательство над нетерпеливыми игроками вполне намеренно. Разработчик предлагает принять иной темп жизни. Тень передвигается почти со скоростью улитки. Как отмечает PC Gamer, у него ведь есть все время мира. Куда ему спешить? Поначалу медлительность поражает и даже раздражает, но постепенно становится ясно. Это центральная идея игры. Своеобразная боль скуки, через которую автор хочет что-то сказать. Один из геймплейных элементов так это просто подождать. Например, подождать неделю. И пока мы ждем, сталактит упадет и заполнит пролом лестницы. Никакого экшена, только терпение. The Landing нарочно избавлена от привычных источников адреналина. Тут нет врагов, сражений, очков опыта или динамичных погонь. Вместо этого голый мрачный лабиринт пещер, по которому бродит одинокий персонаж. Разработчик буквально высмеивает культ мгновенного вознаграждения. Игра издевается над идеей, что видеоигра обязана каждую секунду развлекать. Многие действия в игре требуют терпения и времени. Например, начальные ворота могут открываться очень долго. Настолько долго, что вы спокойно можете заварить себе чай, приготовить поесть, поспать, заняться уборкой и снова поспать. Но на этом все не заканчивается. Паук плетет паутину пару дней, грибы растут месяц. В одном месте тень встречает обвалившуюся лестницу и благоразумно решает, что лучше подождать неделю, пока с потолка не упадет сталактит, заполнив пропасть. Вам, как игроку, остается закрыть игру и вернуться через неделю, или отправить героя гулять в другое место. Быстрым спидраном тут, к сожалению, ничего не добьешься. Тем не менее, геймплей не сводится лишь к пассивному ожиданию. The Landing предлагает занять себя разными делами. Исследуя подземелья, тень находит полезные вещи: листы бумаги, уголь, минералы, камни для рисования, книги, грибы и прочие диковины. Из найденного можно обустроить свою комнату, небольшую пещерку, в которой наш ГГ может отдохнуть. Например, мы можем рисовать на бумаге разноцветными камнями и вешать получившиеся картины на стену. Углем будем разводить уютный огонек в камине, из кристаллов будем делать светильники. Эти милые занятия не только скрашивают быт, но и влияют на сам ход времени. Игра открыто показывает, чем уютнее и наполненнее жизнь тени, тем быстрее летит время ожидания. Обставляя свое убежище мебелью и картинами, герой замечает, что секунды на таймере начинают отсчитываться быстрее обычного. Сначала в 2-4 раза, а потом и в 7. Это небольшая, но заслуженная милость. Когда вокруг нас появляется ковер, кресло, библиотека, томительное ожидание больше не кажется таким бесконечным. Разработчик заложил очевидную метафору
метафору. В счастливые моменты время летит незаметно, а в пустоте тянется мучительно долго. Помимо творчества, тень может занять себя чтением книг. В игре встроена целая библиотека классической литературы на английском языке. Среди доступных произведений «Моби Дик» Германа Мелвилла, философский тракт Ницше «Так говорил Заратустра», сборник сказок братьев Гримм, поэзия и другие книги. Их можно читать прямо на экране вместе с персонажем. Тень, оставленный без нашего присмотра на пару дней, вполне способен самостоятельно прочитать роман от корки до корки. Правда, русскоязычные игроки жаловались, что книги лишь на английском, и часть глубокого смысла проходит мимо. И это правда. Чтение книг не прихоть, а еще один способ переждать нескончаемый срок. В первое время такая возможность даже вызывает у игрока прилив мотивации. Мол, гляди, сколько всего можно успеть, прочесть и сделать, если перестать отвлекаться на пустяки и прокрастинацию, как в жизни. Однако и библиотека не бездонна. Рано или поздно наш герой перечитает все, что есть на полках, от сказок до философии. И что тогда? The Landing погружает игрока в атмосферу тотального одиночества и созерцания. Весь мир ограничен мрачными пещерами. Это буквально огромная одиночная камера для тени. Король строго наказал слуге не покидать пределы подземного дворца. Компания ему не предусмотрена, других живых существ рядом нет, только холодные камни и эхо капающей воды. Поначалу, увлеченные исследованием, мы не ощущаем всей тяжести изоляции. Но когда все коридоры уже исходил вдоль и поперек, а до пробуждения монарха остаются сотни дней, то нас, тень, то есть игрока, начинает давить экзистенциальная тоска. Герой время от времени рассуждает вслух, комментирует окружение или делится мыслями в дневнике. Он жалуется на свое одиночество, признается, что ему тоскливо и страшно ждать конца своей миссии. В одной из путевых заметок он печально шутит: «Хочу уйти домой и проспать все это до конца». Трудно не проникнуться сочувствием к бедняге. Его меланхоличные реплики невольно откликаются в сердце игрока. Недаром критики отметили удивительный эффект. Тень ощущается живым персонажем, которому начинаешь сопереживать и даже испытываешь за него ответственность. Как пишет Wired, Шейд ощущается магически живым, как тамагочи, за которым хочется ухаживать. Мы стремимся облегчить его участь, принести новую книжку, найти цветной мелок для рисунка, украсить пещеру, чтобы герою было хоть немного радостнее. Особенно мощной темой изоляции игры зазвучала в 2020 году, когда мир накрыла пандемия COVID-19. The Landing вышла в марте 2020 года, как раз когда миллионы людей вынужденно сидели по домам. Неудивительно, что многие увидели в истории тени аллюзию на собственную самоизоляцию. Игра даже получила прозвище «Симулятора карантина». Мол, прекрасно подытоживая чувство затворничества. Журнал Wired отметил, что в The Landing явно уловимы грустные и сюрреалистичные настроения локдауна 2020 года. Сам Ансель Питте удивился, насколько сильно совпало настроение его 6-летнего труда с духом времени. Он рассказывал, что после релиза получил множество отзывов от игроков, которым The Landing помогла пережить тяжелые месяцы, подарила чувство эмпатии и связи парадоксальным образом. Тотальное одиночество тени сблизило людей. Кто-то даже рисовал фанарты и делал кукол с фигуркой Шейд в знак благодарности разработчику. Но и вне контекста пандемии игра задает универсальные вневременные вопросы. Чем заполнить жизнь, когда тебя поместили в клетку времени? Насколько свободен каждый из нас в своих мыслях и действиях? Не превратились ли мы сами в такого персонажа, как тень, который просто убивает время, пока невидимый таймер отсчитывает положенное? Игра ненавязчиво подталкивает к философским размышлениям, создавая, по выражению Washington Post, огромное пространство для работы ума. Гнетущая тишина пещер будто специально оставляет игрока наедине с собой. Отсутствие отвлекающих событий дает возможность задуматься о смысле происходящего, ровно как в медленном артхаусном кино, где каждый затяжной план заставляет искать скрытый смысл. Недаром критик Washington Post сравнил впечатление о The Landing с просмотром медитативных фильмов венгерского режиссера Беллы Тара, славящегося ледниковым темпом своих картин. В такой неспешности рождается особое настроение, смесь тоски, смирения и тихой надежды. То самое Landing. Тоска, вынесенная в название игры. И все же, авторы не пытаются вогнать игрока в депрессию без просвета. Наоборот, The Landing можно рассматривать как своеобразную терапию одиночеством. Игра дает нам, как и тени, право выбора. Покорно принять свое заточение или попытаться что-то изменить в своей судьбе. В дневнике героя время от времени мелькают мысли о внешнем мире, о том, что где-то там есть выход из пещер. Маленький слуга начинает задумываться, а что, если ослушаться приказа короля? Что, если попытаться сбежать
сбежать из этого мрачного подземелья и увидеть мир своими глазами. Эти зерна сомнения, брошенные разработчикам, обращены и к игроку. Довольствуешься ли ты безопасной рутиной или рискнешь вырваться за пределы зоны комфорта, даже если не знаешь, что тебя ждет впереди. Что ж, далее будут спойлеры, так что если не хотите испортить свое впечатление об игре, вот вам тайм-код, где спойлеры заканчиваются. По мере игры становится ясно, 400 дней не единственный путь к финалу. Авторы предусмотрели несколько возможных концовок, и выбор во многом отражает решение самого игрока. Самый очевидный сценарий – выполнить долг слуги до конца, если вы дисциплинированно дождетесь, пока таймер отсчитает все 400 дней и разбудите короля, то получите очень неожиданный результат. Проснувшийся монарх громогласно заявляет, что сдержал свои обещания и создал мир без тоски, но ценой тому стало разрушение всего вокруг. Горы содрогаются, пещеры рушатся, и весь мир игры фактически перестает существовать. Не осталось ничего, о чем можно было бы тосковать. Король торжествует, теперь он и его верный тень будут править в абсолютной пустоте вселенной. Вечно. Да уж, такой вот апокалиптический гротескный финал. К счастью, The Landing предлагает и другие развязки. Самый естественный порыв игрока – исследовать каждый угол, надеясь найти тайные выходы. И они действительно есть. Если вы не побоялись нарушить запрет короля и изобрели верхние ярусы пещер ближе к поверхности, тень рано или поздно обнаружит некую притаившуюся во мраке темноту. Загадочное существо, очень похожее на него самого. Эта темнота стережет выход. Тут возможны следующие варианты. Если ваш тень проявлял решительность, то он недостаточно смел. Темнота поймает беднягу и силой отправит обратно домой, обрекая на дальнейшее ожидание. Однако в случае успеха тень выходит к последнему препятствию – узкому колодцу, ведущему на свободу. Набравшись храбрости, герой карабкается вверх и в буквальном смысле выбирается из платоновской пещеры на свет. Здесь его ждет финальное испытание судьбы. Мимо проходящий тролль может без сожаления сбросить тень обратно в колодец, оборвав его жизнь. Но если повезет, вместо тролля рядом окажется старик. Это добрый человек осторожно вытаскивает маленького тени из колодца и относит к себе домой. В последнем кадре мы видим, как семья старика усаживает наше существо за обеденный стол и угощает ужином. Тень обрел свободу и даже какое-то подобие счастья среди людей. А что же король? В сцене после титров подразумевается, что раз слуга не явился вовремя, король в пещере тихо скончался, так и не дождавшись пробуждения. Возможно, это и есть самый милосердный исход. Король умер своей смертью, а тень вырвался из-под вечной опеки и нашел новую жизнь. Есть и более радикальные варианты концовок. Например, игру можно закончить досрочно, если решиться на отчаянный шаг. В одном из глубоких тоннелей тень может сигануть в бездонную яму, фактически совершив самоубийство. Естественно, этот вариант заканчивает историю раньше срока и вряд ли принесет удовлетворение после всех дней ожидания. Еще одна нетривиальная концовка, если игрок пытается жульничать. Разработчик предусмотрел защиту. Стоит вам попытаться перевести системные часы компьютера вперед, чтобы сократить срок игры, и тень тут же попадает в темницу за обман. Там он будет томиться еще дольше. Так что играть нечестно не имеет смысла. The Landing из тех игр, где процесс это и есть смысл, а желание обхитрить систему лишь демонстрирует нетерпение, с которым игра борется. Примечательно и то, что автор сознательно рассчитывал на единственное прохождение. Ансен Пита прямо призывает игроков не запускать The Landing повторно, а принять тот финал, который выпал, и осмыслить его. В идеале игрок должен прожить эту историю один раз, как проживает какой-то отрезок жизни, и вынести из нее эмоции и выводы. Эта философия воплощена даже технически. После любой концовки игра больше не позволяет начать заново. Игра рассчитана на один раз, как жалуются некоторые игроки. Если запустить The Landing повторно, сразу покажут финальные титры. Некоторые игроки были разочарованы таким решением, мол, заплатил деньги, а повторно сыграть не можешь. Однако у разработчика на то иная точка зрения. Он будто говорит, как в жизни нет кнопки заново, так и тут выбор имеет вес. Тем не менее, один маленький чит или хитрость все же предусмотрена для самых любопытных. Поговаривают, что если после финала подождать минут 10-15, на экране титров игра таки разрешит стереть прогресс и начать все сначала. Видимо, на случай, если уж приспичит увидеть альтернативные развязки, но такой трюк для самых нетерпеливых. Сам автор явно желал бы, чтобы вы ценили свою единственную историю и не пытались мгновенно выбить платину всеми концовками разом. The Landing не просто странный инди-курьез, но значимое явление, о котором заговорили многие критики по всему миру. Одни видят в ней смелый арт-эксперимент,
эксперимент на грани интерактива и перформанса, другие остроумный манифест против суетливости современной культуры потребления контента. Российское сообщество встретило игру с большим интересом. На DTF ее назвали игрой-загадкой и одним из самых интересных проектов инди-сцены. Обозреватель DTF отмечал, что только в независимом геймдеве возможны такие нестандартные опыты со временем и пространством, ломающие привычные условия. Вашингтон Пост в восторге включил The Landing в один ряд с титулами вроде The Witness и Disco Elysium, играми, раздвигающими границы медиума. Настолько дерзкая по замыслу игра напоминает, какими приземленными и однообразными кажутся на этом фоне многие другие проекты, писал он, добавляя, что The Landing подняла планку его ожиданий от игр. The Landing делает посмешище из идеи, что игры должны мгновенно тебя вознаграждать, резюмировал тот же Вашингтон Пост, высоко оценив минималистичный дизайн, заставляющий мозг работать и философствовать. Игровые издания подчеркивали, что столь медитативная и мрачная игра оказалась на удивление трогательной. Уайрет отметил удивительную особенность. Тень получился очень человечным персонажем, и его страдания усиливаются пониманием того, что он продолжает ждать нас, даже когда мы выходим из игры. Вечность. Совершенно один на нашем жестком диске. Этот образ, маленький грустный герой, сидящий в заброшенной пещере внутри вашего компьютера, производит сильный эффект. Возможно, в глубине души каждый из нас чувствует себя таким вот тенью, которого жизнь поместила в 4 стены и велела ждать неведомо чего. Конечно, найдутся и те, кто посчитает The Landing слишком скучным симулятором стояния в очереди. Далеко не каждый геймер захочет проверять себя таким испытанием терпением. Однако цель игры не в том, чтобы развлечь всех. Она для ценителей вдумчивых, необычных переживаний, для тех, кто готов воспринимать игры как нечто большее, чем набор механик и красивой графики. The Landing дарит именно опыт, медитативный, меланхоличный, глубоко личный. Это яркий пример того, как видеоигра может заставить игрока прочувствовать время. Обычно игры ускоряют наш досуг, предлагая десятки внезапных дофаминовых всплесков в минуту. Здесь же все наоборот. Игрока отучает от клипового мышления, заставляет остановиться и задуматься. Пита прямо говорит, что его творение своего рода детокс от современного мира, скорости и удобств. Вывод. The Landing – медитативная игровая притча, которая проверяет наше терпение и любопытство, вознаграждает самым ценным – новыми мыслями о себе и мире. Это 400 дней в подземелье, которые, как ни странно, способны многому научить и оставить глубокий след в душе игрока. Ведь недаром слово «лонгинг» переводится как «тоска», и пройдя через эту тоску вместе с маленьким слугой, начинаешь по-новому ценить ожидания и надежду. Говорят, сон – это маленькая дверь в другую реальность. Посмотрим, в какую из них я попаду сегодня. Это еще не конец.